Польше есть много IT-специалистов, да? Да. И в том числе востребованных профессий. Обычно это высококвалифицированные специалисты. Есть Blue Card. Очень часто Blue Card путают с картой резидента, карту резидента с картой поляка. То есть это все очень запутано. В этом видео хочу разобрать, что такое конкретно Blue Card, какие критерии для получения, да, и вот если люди подходят под эти критерии, чтобы они себя узнали и смогли понять алгоритм, возможно, обратиться к вам, если хотят это делать с каким-то подрядчиком. Супер. Только я тебя сразу чуть-чуть поправлю, да? Blue Card... Вообще легко. Можешь поправлять меня. Blue Card можно получить не только в Польше. Эту карту в целом можно получать во всем Евросоюзе. Да? Да, это европейская директива, которая была подписана. И более того, у каждой страны свой список высококвалифицированных людей, которые сейчас необходимы. Польша вводила, естественно, тоже свой список специалистов, которых они хотят привлекать из-за рубежа. Мы сейчас не говорим про страны ЕС, естественно, мы говорим про Беларусь, Россию, Украину и так далее. И в основном эти высококвалифицированные специалисты переезжали оттуда. Ты сейчас проговорил, что много IT-специалистов. Да, поэтому это касается не только IT-специалистов, это касается и врачей, и инженеров, и научных специалистов, и много-много-много других, собственно, специалистов, которые обладают уровнем высокой квалификации. Что это значит? Это значит, что мы должны либо получить высшее образование и сейчас работать на позиции, схожей с высшим образованием, либо мы должны иметь 5 лет подтвержденного стажа на позиции, которая требует получения высшего образования. То есть, другими словами, если я востребованный врач, который нужен в Польше конкретно, я не знаю, там, психолог, да, или кардиолог, да, у меня должно быть либо 5 лет опыта в этой позиции, подтвержденного, да, это, соответственно, трудовая книжка, либо, возможно, это ИП в твоей стране подходит или нет, ты не знаешь? Если ты являешься IT-специалистом и до этого работал как индивидуальный предприниматель в Украине или в Беларуси, но у тебя есть контракты, которые подтверждают, что ты действительно выполнял подобную работу для своих заказчиков, тогда это вполне себе является подтверждением того, что ты обладаешь нужной квалификацией. Окей. Помимо квалификации, естественно, тоже есть еще ряд требований, которые нужно соблюдать. Да. Одно из них самое главное, самое важное, и оно плавающее, это надо отметить, это уровень заработной платы. Отлично. Вы досмотрели до этого момента, значит, вам действительно интересна легализация в Польше. Поддержите нас, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на наш канал и внизу напишите комментарий. А если вы хотите, чтобы мы поработали над вашей легализацией, над вашим кейсом, то внизу под видео вы найдете все ссылки. И продолжаем смотреть выпуск. Какая это сумма должна быть в месяц? Это должно быть эквивалентно 150% от средней зарплаты по воеводству. И как раз где-то 12 тысяч в среднем. Около 12 тысяч злотых брутто сейчас это выходит. Действительно. Естественно, помимо этого, у тебя должно быть страхование, должен быть контракт с твоим работодателем. И если ты хочешь получить ВНЖ сразу на максимальный срок, то желательно, чтобы он был от 3 лет, ну и до бессрочности. А срок на 3 года или на 5 лет? На 3 года. На 3 года. А что еще Blue Card дает? То есть почему я должен Blue Card делать, а не сделать себе просто карту побыта? На самом деле очень классный вопрос. Blue Card открывает ряд возможностей не только для тебя, но и для твоей семьи. Например, ты получил Blue Card, твоя супруга получила ВНЖ на основании воссоединения по иным обстоятельствам, и у нее открытый рынок труда. Она может спокойно трудоустраиваться к любому работодателю без дополнительных разрешений. Более того, у нее открыта возможность вести бизнес на условиях таких же, как и ведут поляки. То есть она может открывать и ФОП, она может открывать и полноценную компанию. Никаких абсолютно ограничений в этом нет. Еще одна классная плюшка. Я почему отметил в начале видео, что Blue Card — это карта, которая выдается во всем Евросоюзе, потому что по истечению 18 месяцев работы на одного работодателя ты можешь переехать в другую страну, податься там на Blue Card, и вот эти 18 месяцев жизни в Польше тебе зачтутся в получении резидентства в следующей стране. Или гражданства в следующей стране. В следующей стране. То есть Blue Card — это такой ски-пас на всю Европу, где, если ты подходишь по критериям, ты можешь
чуть-чуть больше иметь привилегий, чем просто часовый побыт, да? Да, То совершенно. есть твоя семья паровозом идет, ты можешь сразу открывать jednoособовую діяльність здесь. Допустим, ты приехал как белорус, ты сначала этого не мог делать, ты просто приехал там по визе какой-то рабочей, а потом ты получил Blue Card, ты можешь перевестись даже на B2B контракт, да, открыть себе jednoособовку, пожить здесь и поработать 18 месяцев, переехать в Испанию. Не совсем. Да, объясняй. На начало 2025 года, пока не подписан закон, тот, который будет разрешать блюкардовцам открывать ЙДГ, пока еще нет. То есть ты не можешь... Пока еще нет. Ты нет. Но если с тобой воссоединилась твоя супруга сразу может. Интересная акция. То есть супруга может, или там муж, да? Поэтому а сейчас ты нет. И вносят изменения в законодательство для того, чтобы ты тоже мог это делать. И сейчас этот закон уже на подписании, то есть буквально, я думаю, что месяца 2-3 он будет подписан. И ты тоже сможешь. Окей. Да. Получается, звучит, как будто это даже лучше, чем карта долготерминового резидента. Потому что у меня жена моя не может ничего открывать, да, она просто паровозом получила карту по быту, по моей карте резидента. Blue Card позволяет. С этой точки зрения, да, но все-таки не стоит сравнивать ПМЖ, да, с ВНЖ. Все-таки это то есть Blue Card это ВНЖ, это все-таки временный вид на жительство. Да. Нужно ли экзамен сдавать? Нет, никакого экзамена абсолютно сдавать не нужно просто подтвердить свою квалификацию. То есть давай подрезюмируем. Первое, я подтверждаю свою квалификацию путем того, что я либо 5 лет работал на этой позиции у себя, да? Либо 3 года что? Либо у тебя высшее образование либо по позиции, на которой ты сейчас работаешь. Ну, например, ты закончил университет как инженер-электроник, сейчас работаешь инженером электроники. Здесь, в Польше. Да. Это в среднем от 12 тысяч злотых ЗП, да? Бруто. Официальное бруто. Язык не нужен. И у тебя такие же критерии, как на карту часового побыта, то есть должна быть страховка, должен быть договор на контракт, квартиру какой-то. Да, совершенно верно. То есть страховка, контракт, договор на квартиру, подтверждение уплаты подоходных налогов, подтверждение уплаты ЗУСа. Все эти документы должны быть. А кому будет интересно, мы оставим непосредственно список документов, который будет необходим для получения Blue Card. Да, классно. Ниже в описании. Ну все. Спасибо за просмотр этого видео. Верю, что это было для вас полезным, и если так, поддержите нас, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на наш канал, и внизу под видео есть форма комментариев. Задавайте ваши вопросы, обсуждайте выпуск, и мы с удовольствием ответим на ваши вопросы.